Ну что же, ребят, всем привет и добро пожаловать на разбор трейлера по Майнкрафту. Сегодня мы его обязательно посмотрим, сделаем реакцию и обсудим, что же в нем происходит, и, возможно, что-то разъясним для себя. Ну что ж, уже не терпится начать, так что я всем желаю приятного просмотра, заварить чиху и погнали. Всем приятного просмотра. Ну и что ж, let's go. Minecraft trailer, take 2. I am Steve. As a child, I yearned for the mines, but something always got in the way. Go on! Get out of here! Вау, это классно выглядит. Вот такая вот заставка. Типа... Ну реально. Надеюсь, это вставит в фильм. Типа, в начале где-нибудь или как-то так. Потому что это, ну, реально классно выглядит. Обычно все там логотипы и так далее, они все фигово как-то показывают. Ну, типа, как обычно вот логотип. А тут именно он под стилистику Майнкрафта сделан. Ну ладно. Давайте The call of the mines was too strong. So one day, I started digging and digging until I found this. A wonderland where anything you can imagine. Музыка. Музыка из... Вот прям из Майнкрафта, прям вот та самая. Та самая... Вау. Не, ну это как бы понятно, то, что они начнут этим цеплять, потому что это, наверное, одно из самых запоминающихся из Майнкрафта, то, что, ну, всегда в нем было, как бы эта музыка, она с ним очень ассоциируется, и поэтому, конечно, чтобы зацепить фанатов, она будет использована. Но это прям реально приятно услышать. Поднимаем факел за это. Let's go. Is possible. As long as what you imagine can be built out of blocks. Got a boy? Вау! Он очень милый. Where are we? Wait, who are you again? Garrett the Garbage Man Garrison. Gamer of the Year 1989. Whatever. I barely think about it. Welcome to the Допустим. overworld. Вау, механизмы. Ну, вот прям такой простецкий, который, наверное, строил каждый механизм. И он тут сделан. Это прикольненько. Хотелось бы, кстати, увидеть, как работают именно поршни в этом фильме и так далее. Но я думаю, может быть, где-то еще это будет показано. Anything you can dream about here, you can make. This place makes no. Господи. Эти механизмы, конечно, майнкрафтовские. И это прикольно, то, что его добавили, то, что вот такой вот добавили нафиг. Но это реально полезный механизм. Я его строил много в каких своих выживаниях, и... ну, конечно, как это выглядит, реально. Ну окей. This place makes no sense. Don't I know it? There are dark forces who want to destroy this world. If we want to stop them, we're gonna need to create something amazing. Let's go to the stash. This is our decision. Nothing we can do. Элитры. Элитры. Ну, как будто бы они какие-то Вот просто объясните, из чего они тут сделаны. это кусок железа, по-моему, мне кажется. Ну, типа, если вот так посмотреть, ну, это реально как будто кусок железа, и элитры явно не так выглядят. Убого. Но, в принципе, то, что они сами, эту механику сама сделана, и то, что, ну, в принципе, вот такой вот кадр полета есть, это того стоит. Мне интересно, неплохо. Крафт прикольный. Подожди-ка. Это как раз-таки элитры с кадр с элитрами. И причем, если мы заметим... О! Кстати говоря, я сначала не заметил, как он выглядит. Вау! Класс. Прям такой потертый. Интересно, а если по нему вот так вот постучать железом, то он починится? Интересненько. Ну так вот тут они, получается, подбегают, и элитров у них нет. А вот тут у него уже появляются элитры.
Но я думаю, вы успели сделать, смотреть его. У него появляется лид. Но, возможно, это все-таки вырезка из кадров, потому что и мальчик, как вы видите, куда-то уже ушел. Так что, скорее всего, он потом когда-то их надевает. Возможно. Но это не точно. И вот это вот что? Это какой-то горн, типа, вот, который разбойники используют. Ну и который делается из рога козы. Или что это? Ладно, окей. What's this junk? An ender pearl. Teleports you to wherever you throw it. Yeah, right. And that was the only one I had. No biggie. Ну, ладно, потом разберем. Тут куча разных интересных штук у него есть. Ну ладно. No biggie. We were fated to pretend. Oh yeah, there's one more thing you need to know. Great. Now it's dark. Did that feel quick to anyone else? Не, ну слушайте, это классно, это классно. Что ж, все, давайте посмотрели, теперь переходим к разбору. Let's go. Minecraft trailer, take 2. I am Steve. As a child, I yearned for the mines, but something always got in the way. Что ж, когда я был маленьким, я очень хотел копаться в шахтах. Вы можете подумать, что это обычная простая фраза, но нет. На самом деле, эта фраза является американским популярным мемом, который как бы высмеивает детский труд. Окей? Окей. Честно говоря, не хочу объяснять про этот мем слишком много, потому что, в принципе, об этом нету смысла, он неизвестен для русскоязычного комьюнити. Но, если вы вдруг хотите все-таки про него больше узнать, то переходите в мой телеграм-канал по ссылке в описании, и там я опубликую полное его значение. Ну а здесь я просто скажу, что если тут есть вот этот мем, то я уверен, что в фильме будет еще больше разных интересных мемов, которые будут понятны и нам. Ну и это, конечно же, круто. Поэтому это 1 балл в копилочку этого фильма. Ну, конечно же, кладем это в плюс. But the call of the mines was too strong. So one day, I started digging and digging until I found this. До того, как я нашел это. А что это? Я даже не знаю. Что ж, давайте разбираться. И вот тут-то, наверное, самое интересное, потому что если мы полазим по разным интересным каким-либо сайтам, посмотрим, что пишут люди, поймем то, что есть довольно умные люди в этом мире, то мы найдем очень интересную информацию. А именно, что вот знаки, которые находятся вот здесь, расшифровываются так. Iron, Gold, Stone, Gate, Head Home. Или же железные, золотые, каменные ворота ведут домой. Скорее всего, подобные штуки разбросаны по всему миру. И если Стив попал по ней, то в мир Майнкрафт, то, скорее всего, и другие попали тоже. Ведь при телепортации мы видим, что они держат абсолютно такой же куб. А это значит, что если вы вдруг найдете такой куб, то вы сможете попасть в мир мечты, в мир Майнкрафта. Ну или не совсем мир мечты, потому что далее мы узнаем, то, что там есть зло, добро и так далее. Ну, в общем-то, про это я сейчас еще вам обязательно объясню. Но, в принципе, что это такое? Это штука, которая телепортирует тебя в мир Майнкрафта. Как-то так. И на самом деле классно то, что это не просто какие-то символы, а их реально можно как-то расшифровать. Ну, по крайней мере, мы будем надеяться, что это правдивый, а не придуманный перевод. Да? Да. This. A wonderland where anything you can imagine is possible. As long as what you imagine can be built out of blocks. Что ж, на этом моменте я хочу с вами поговорить немного о Стиве. На самом деле, Стив уже довольно получил много критики, и я, честно говоря, не очень понимаю, почему. Он абсолютно точно подходит под эту роль, потому что, во-первых, актер очень эмоциональный, то есть, ну, прям вот реально, по нему видно, что ему это, во-первых, интересно, ему очень интересно участвовать в съемках, во-вторых, он подходит, ну, по мимике, что ли, я не знаю, ну и в-третьих, в принципе, как бы он тут играет роль наставника.
тот человек, который там уже прожил огромное количество времени, и сейчас он обучает тех, кто попал только что. И вот, наверное, когда ты представляешь учителя, представляешь роль учителя, это вполне себе очень даже подходящее. Ну и еще один, нет, даже два аргумента. Во-первых, блок в Майнкрафте как бы метр на метр, так что если Стив должен быть по ширине и длине похожим на это, то, ну, как бы подходит. Ну ладно, это еще допустим. И второе. Если мы вспомним разработчика Майнкрафта, то есть Нотча, то мы вспомним, что телосложение у него, ну, немножко похожее, так скажем. Поэтому это вполне себе реально подходит вот под тематику Майнкрафт. И самое главное, он не какой-то там, я не знаю, вялый, занудный мужик, скучный, а это реально воодушевленный, интересный герой. И поэтому, ну, нету смысла как-то жаловаться на то, что... Ну, на то, что он такой. И еще интересно, то есть, когда ты бежишь по Майнкрафту, ты путешествуешь по миру, ты съедаешь огромное количество еды. Вот, допустим, мы видели, как выглядит курица в этом фильме чуть дальше. Ну, так как мы уже с вами посмотрели реакцию, я могу про это сказать. Ну, вы помните, я думаю. И когда мы бежим, мы съедаем за один раз, ну, чтобы восполнить голод весь, мы съедаем, ну, наверное, 4 штуки таких курицы. Я не буду сейчас задаваться в расчетах. Если хотите, можете поправить, сколько нужно съесть курицы, чтобы восстановить полный голод в Майнкрафте. Ну и просто представьте, если ты постоянно столько ешь, как должен выглядеть, как бы, персонаж. Окей. Поэтому вообще никаких претензий у меня к Стиву нету. И второе, что я хотел сказать именно после вот этого кадра, видно то, что несмотря на то, что как бы это Майнкрафт, его постарались сделать реалистичным, но при этом, чтобы он не выбивался из Майнкрафта. То есть, как бы это более реалистично, чем сама игра, но при этом это очень подходит по стилистике. Поэтому тут, ну, тут 100% постарались, тут 100% лайк, тут все шикарно. Что дальше будет, ну, я вам расскажу. Where are we? Wait, who are you again? Garrett the Garbage Man Garrison. Gamer of the Year 1989. Whatever. I barely think about it. Не, ну вот к персонажам у меня есть вопросы, я согласен. На самом деле я вообще актеров не знаю, честно скажу. То есть я могу назвать, кто тут играет. Это Джек Блэк, Эмма Майерс, ее вроде как можно увидеть в Венсдей, насколько я знаю. Джейсон Момоа и, в принципе, кто-то еще там. Но самое главное, это я вообще без понятия, что это за актеры, кто они. Я, в принципе, не знаю актеров, но что я могу сказать? Выглядят они тут, ну, так скажем, не очень, ладно, окей. Они подходят под стилистику, опять же, под стилистику какую? Под стилистику того же гардероба Minecraft Bedrock, потому что там куча такой странной одежды, непонятной, тот же, вот этот тип в розовом, он в принципе как будто бы сбежал, не знаю, сбежал из какой-то рок-группы, отобрал у Сайбана Соуса одежду и... Окей, допустим. Вот тут я не знаю, как это можно оправдать, но в целом, с другой стороны, это добавляет какой-то красочности игры, это добавляет какой-то странности, и я говорю, это похоже на то, что существует в Bedrock сейчас, поэтому окей, допустим, я не считаю, что из-за этого как-то нужно говорить то, что фильм плохой, судить фильм по... наряду персонажей, как бы в любом случае главнее смысл, главнее то, как они играют, и главнее то, что они говорят. Но выглядит немножко странно, окей. Welcome to the overworld. Я хочу заметить, то, что вагонетки здесь гораздо быстрее, чем в обычном Майнкрафте. This place makes no sense. Don't I know it? Как бы в этом моменте, где мы видим, как тот же Гаст разрушает вот эту вот огромную гору, ну там реально офигенная проработка, она просто шикарная. Типа,
Ну, типа, где ты еще такое увидишь? Несмотря на то, что оно как бы... Оно кубики, оно... сделано, ну... в стиле Майнкрафт, оно при этом выглядит супер реалистично. Ну, понятное дело, что если издалека снимать однометровые кубики, то они будут казаться практически как нормальный мир, но все же, именно цветокоррекция, как это все выстроено, как сам взрыв происходит, это реально классно выглядит. There are После dark этого как forces бы who want вот to у destroy нас this кадры world. ада и кадры самих пиглинов. Что я могу сказать насчет животных? Животные выглядят, с одной стороны, максимально уродово, с другой стороны, это мило, это тоже прикольно. Типа, я не знаю, как реагировать на таких животных. Это странно. Странно даже не то, как они выглядят, а странно то, что они вроде и уродливые, но при этом они тебе кажутся какими-то, что ли, милыми. Возможно, это у меня такая какая-то проблема. Но насколько вот я читал до этого, как бы, выпуска видео, я читал много чего про этот фильм, и многие с этим согласны. То есть, как это работает, не очень понятно, но работает, и это прикольно тоже. If we want to stop them, we're gonna need to create something amazing. Как бы вот это вот разбивание дверью рукой. Юху! Класс! Круто! Не, ну на самом деле это реально прикольно выглядит. Тук-тук-тук. Обычная механика Майнкрафта, это показали, как это должно выглядеть на самом деле, окей. Let's go to the stash. This is Вот тут, наверное, самое интересное — это тайник. Тайник. Тут есть куча всего из Майнкрафта. TNT-шки. Как бы окей, TNT-шки видно. Потом разные там тыковки, декорации, это все ладно. Там есть шлем, который показано, что светится, и на самом деле не очень понятно, как алмазы. Зачарован, точно. Зачарованный шлем, то есть видно, как зачарование, в принципе, работает, ну, как бы в реальности, окей. И вот что нам с ним не очень понятно, что за сапоги такие с крыльями? Сапоги с крыльями, что это может быть? Сапоги на прыгучесть зачарованные, окей. Но откуда крылья взялись? Непонятненько. Ну да ладно, окей. Потом кафедра, это все как бы окей, все ладно, это все легко понять. Фейерверки, этот шлем черепаший для дыхания, броня. Ну, в принципе, все остальное более-менее понятно, что это такое. Но вот единственное, не очень понятно, что хотели изобразить, и существует ли такое в Майнкрафте на самом деле, это вот эти сапоги с крылышками. Что это? Неизвестно. Вот этот полет на элитрах я как бы еще при просмотре закомментировал. Возможно, это чисто в этом кадре так выглядит, но как будто это просто кусок какой-то желез, и это явно не так выглядит элитры. Я не знаю, из чего они сделаны на самом деле, ну как бы, но скорее всего это какая-то супертехнологичная ткань или что-то такое, но никак не кусок железа, который просто так изгибается. Не. Ну, в принципе, увидим, как это будет в других кадрах, потому что тут они выглядят прям вот очень не очень. Крафт меча. Безумно классная штука. Типа крафта мне вот как еще в начале мне понравился крафт логотипа, так и в принципе любые крафты здесь очень красивые. Как бы новая Голема я уже прокомментировал. Вот эта башня суперско красиво выглядящая. Это все понятно. Как бы, ну вот текстуры какие-то вот этих вот, все вот это вот проработанное, но как-то все очень гармонично смотрится. То есть, ну не зря фильм как будто бы делают такое огромное количество времени. Я не помню сколько, честно, но я знаю, что его разрабатывают очень долго, вот прям очень долго. Поэтому то, что, ну видно, что они делали все это время. Вода. Из комментариев шикарная вода. What's this junk? An ender pearl. Teleport you to wherever you throw it. Yeah, right. Эндерперл сделанный из стекла. Ну, как бы, вот когда он подбрасывает, мы слышим звук стекла. Странно. Но, возможно, оно так и есть, как бы. С другой стороны... Око, это что вообще? Честно говоря, не знаю, что такое око, потому что это явно не глаз Эндермена, это что-то другое. Но оно выпадает из Эндермена.
Откуда оно выпадает, не очень понятно, и поэтому объяснить, почему оно стеклянное со звуком стекла, неизвестно. Но опять же, если бы мы кидали что-то стеклянное, то оно бы разбило. Почему тут око стеклянное, не очень понятно. Ола. Throw it. Yeah, right. And that was the only one I had. No biggie. Опять же, немного конфронтация. Это был единственный перл, который у меня есть. Если у него есть эльвиры, зачарованная броня, ферма эндерменов, какая-то проблема есть создать ферму эндерменов? Ну, явно нет. Единственное, возможно, все-таки то, что, ну, просто вот раз закончилось, не успел сходить туда, поэтому он, в принципе, говорит, нет проблем, потом схожу, сделаю еще. Возможно. Не знаю. Но, опять же, сейчас предположение делать, наверное, насчет вот именно этого рано. I had. No biggie. We were fated to pretend. Oh yeah, there's one more thing you need to know. Great. Now it's Как dark. бы, ну, очень красиво feel quick to выглядит. anyone else? Тут как бы никаких проблем нет. Единственное, вот на заднем плане фонарики, это как бы факела, наверное, какие-то стоящие. Но если там стоят факела, то как заспавнились мобы? И с другой стороны, наверное, с той стороны, где заспавнились мобы, как раз таки нет. Окей. И, в принципе, огромная орда мобов, это похоже на Майнкрафт, но все-таки они как-то, наверное, не с одной стороны идут, а с разных, и не вот такой типа армии сразу. Хотя нет, я согласен, то, что они иногда стакуются, как бы можно сказать, и все вместе так на тебя идут. Но чаще всего это все-таки с разных сторон, а сзади обязательно подойдет крипер, как бы. Ну, это правило Майнкрафта. Но, в принципе, вполне себе интересно, классно, круто. Вау. Выглядит безумно красиво, это очень. Ну и в принципе, давайте я просто подведу итоги. Так как для меня это, и вы можете обязательно написать в комментарии. Вы даже не можете, вы обязаны написать в комментарии после такого. Ладно, никого не обязую. Но, пожалуйста, напишите, что вы вообще думаете про этот фильм. Типа, что вам понравилось, что вам не понравилось. Может быть, что-то я не рассказал. Может быть, вы не согласны с каким-то моим мнением. Уверен, что-то насчет Стива напишите. Поэтому... Ну, как бы вот как-то так. Я вижу этот фильм удачным. Я думаю, то, что будет интересно, будет классно посмотреть все, что это будет. А скорее всего, больше всего сюжет будет похож на Minecraft Legends, потому что именно там как бы пиглины — это зло, и все объединены спасать. Но Minecraft Legends, насколько я знаю, другие мобы как бы из внешнего мира тоже помогают. Здесь, ну, мы видим то, что ночью никто не помогает. Поэтому все-таки это не Minecraft Legends, но немножечко как бы похоже. Minecraft Dungeons, ну нет, точно не Minecraft Dungeons, но обычно Minecraft, конечно, из него и Minecraft Legends делается, из Minecraft Dungeons, и Minecraft фильм. Это все точно 100% от него, поэтому тут как бы вопросов никаких быть не может. Поэтому, что ж, мне нравится... еще, кстати, одно заблуждение. Говорят то, что после первого тизера, это был даже не трейлер, это просто тизер, было куча хейта, и вот сейчас Моджинг исправились. Ну, серьезно, у них наверняка этот фильм готов уже практически год. И все сейчас это просто организационная подготовка. И исправить что-то они уже просто не могли. Так что это просто... Тизер был слишком маленький, чтобы понять, что вообще происходит. А трейлера вполне достаточно и понять, что вполне все хорошо и вполне все сделано качественно, и можно ждать интересного, классного фильма. Поэтому, в общем-то, мне понравилось. Вам пишите в комментарии. А на этом я буду заканчивать. Всем желаю удачи и всем пока-пока. До новых встреч. Пока. Не забывайте подписываться и ставить.